Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем». Это канал об узорах, легких и не очень, простых, сложных, красивых, разноцветных и так далее. Я рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Заходите, не стесняйтесь, смотрите видео, гуляйте по плейлистам. Обязательно открывайте плейлисты, собраны небольшие коллекции для вашего удобства. И надеюсь, видео вам понравится, вы оставите свои лайки, свои комментарии. А также вы не забудьте подписаться, чтобы не потерять канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда будут новые видео. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, девчата, огромнейший привет. Вы моя большая группа поддержки. Спасибо вам за ваши отзывы, за ваши комментарии, за ваши предложения. Спасибо, что вы смотрите мой канал. Я к вам с новым узорчиком. Сегодня у нас будут вот такие вот расцветочки. Да? Мастер захотел вот такую нежнятину. Это у нас ниточки Yarn Art Baby. Кто давно на канале знает, что я преимущественно ими показываю узорчики крючком. Смотрите, эти ниточки наиболее удобны, чтобы вам было понятно, чтобы из тоненьких ниточек вы не ломали глаза, и, естественно, чтобы вам было все моменты рельефа видно, да? И поэтому я использую данные ниточки. Это 100% акрил, 50 грамм, 150 метров. Очень классный учебный материал. Что говорят здесь производители? Это тоже 100% акрил, это Yarn Art Elite, но ниточки такие же, те же самые. Итак, крючок 3,5 миллиметра. Вот, мы с вами берем 3,5 миллиметра. Пока мы с вами не научились хорошо вязать, мы будем вязать вот такими крючками, да? Когда вы уже научитесь вязать, вы можете брать и тоненькие ниточки, и итальянскую пряжу, и так далее, и так далее. Ну что, приступим. Меньше слов, больше дела, да? Итак, начнем с беленьких ниточек. Кто давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы, буквально в районе 30 петелек. И сегодня мы с вами сделаем образец. Получается, раппорт у нас узорчика будет состоять из 7 петелек. Чтобы красиво закончить, мы с вами наберем, получается, с вами 33 воздушные петли. Угу. Итак, берем крючок, берем ниточку. Сделали петельку фиксации. Мы ее никогда не считаем при наборе петелек. Итак, 33 воздушные петли. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. И вот он наш будущий образец. Итак, сейчас я вам порекомендую настоятельно, да, сделать, новичкам, сделать первый, так скажем, вспомогательный ряд из столбиков с накидом. Смотрите. Раз, два, три воздушные петельки. Дальше считаем пятую петельку от крючка. Раз, два, три, четыре, пять. И в пятую петельку делаем накид и провязываем столбик с накидом. Есть накид. И следующая петелька тоже столбик с накидом. Две петельки провязали. И так далее. Провязываем до конца ряда. Новички отрабатывают навыки провязывания столбиков с накидом. Так, первый ряд набирается чуть медленнее, зато аккуратненько. Не пропускайте ни одну петельку цепочки. А опытные мастерицы вы просто в данный момент можете пропустить. Так, и начинать уже непосредственно с самого узорчика. Мы это делаем, данный ряд вспомогательный, только лишь для того, чтобы нашим новичкам было несложно вязать начальный ряд узорчика, чтобы, так скажем, не бить охоту. Договорились? Давайте до конца ряда, а в конце ряда я вас встречаю. Угу. Давайте, у вас получится. Так, мастерицы, у вас также получилось? Смотрите, вот мы закончили, получается, провязали последний наш столбик, да? И здесь я хочу сделать вот такую вот петельку, подтянуть и оставить белую ниточку в покое, для того, чтобы переключиться на мою вот такую вот нежно-оранжевую, нежно-розовую ниточку. Потому что узорчик будет состоять один ряд, один цвет. Один ряд, один цвет. И чтобы мы с вами просто-напросто не отрезали ниточки, да? И поэтому я предлагаю, что мы новую ниточку, смотрите, новички, мы будем присоединять не там, где закончилась беленькая, а с начала ряда. Итак, взяли новый цвет ниточки. Если, конечно, вы будете взять одним цветом, никуда переключаться не надо. То есть вы так и продолжаете, да? Это я так буду показывать. Итак, зафиксировали. Дальше присоединяемся вот к этим 3 петелькам подъема, которые мы делали в самом начале ряда. Вот так вот, оп, крючком ввели в 3-ю петельку. И соединительная петелька так раз и присоединились. Все, наша ниточка готова. Что делаем дальше? Дальше по узорчику у нас 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Далее пропускаем
столбик, верхушку столбика, и в следующую верхушку, в следующий столбик будем провязывать с вами пышный столбик. Смотрим, как это делать. Накид. Ввели верхушку столбика, крючок, вытянули ниточку и не провязываем. Раз. Еще раз накид сюда же 2, еще раз накид сюда же 3. Потом все вместе это провязали за раз. Хоп, и зафиксировали. Так, воздушная петля. Дальше. Сделаем сюда же еще один такой же пышный столбик, шишечка. Я вот люблю называть бубочка, да? Итак, смотрите, сюда же. Раз. Накид сюда же 2. Накид сюда же 3. Провязали, зафиксировали. Есть? Вот такая вот получается как бы рогаточка из пышных столбиков, да? Дальше что мы делаем? Пропускаем 2 столбика. Раз, 2. И в третий столбик делаем накид. И в третий столбик мы провязываем 3 столбика с накидом. Раз столбик с накидом. Сюда же 2 столбик с накидом. И сюда же 3 столбик с накидом. Так? Теперь внимательно смотрите. 2 воздушные петельки. Накид. И сюда же мы провязываем еще один столбик с накидом. Вот у вас должен получиться вот такой как бы полудырявый веерочек, да? Рогатка и полудырявый веерочек. Что делаем дальше? Внимательно. Теперь мы с вами должны пропустить 3 столбика. Угу. Здесь пропустили мы 2 столбика, дальше пропускаем 3. Раз, 2, 3. И в четвертый столбик мы провязываем точно такую же рогатку из пышных столбиков. Раз, 2, 3. Все вместе провязали, зафиксировали, воздушная петля. И сюда же еще такой же пышный столбик. Раз, 2, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. Есть? Красота. Теперь вспоминаем. После рогатки мы пропускаем 2 столбика. Раз, 2. И в третий столбик вяжем наш вот этот вот полу, как бы дырчатый такой веерочек, да? Веерочек в дырочку. Итак, 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. Теперь 2 воздушные петельки. И сюда же еще один столбик с накидом. Все, вот у нас и получается рогатка из пышных столбиков, дырчатый веерочек. Рогатка из пышных столбиков, дырчатый веерочек. Итак, перед веерочком мы пропускаем 2 столбика, а после веерочка 3. Поняли, да? Запомнили? Раз, 2, 3. И в четвертый, получается, мы провязываем опять нашу рогатку из пышных столбиков. Понятно? Все, давайте до конца ряда самостоятельно, потому что все понятно, все доступно. Встречаемся в конце ряда. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, ну что, получилось у вас? Так? Не забыли, что перед веерочком пропускаете 2 столбика, а после веерочка 3 столбика. Ну, согласитесь, да? Когда начальный ряд из столбиков, удобнее намного, да? Но когда вы уже мастерица, конечно, вы можете этот ряд начально не набирать. Но новички сказали спасибо, да? Итак, смотрите. Вот мы провязали последний пышный, получается, нашу рогатку из пышных столбиков. Пропускаем 1 столбик. И в самый последний, вот он, да, мы провязываем с вами столбик с накидом. Все, наш ряд заканчивается, но здесь будьте внимательны. Те, кто вяжет точно так же, как и я, 2 цветами. Смотрите, провязываем столбик, провязываем не до конца. 2 петельки оставляем на крючке. Так, и тут переключаемся на новую ниточку, на беленькую. Вот так вот ее взяли в 3 петельки. И за один раз все вместе провязали. Раз, все, мы переключились на белую ниточку. Дальше по узорчику у нас идут 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Поворот. И теперь смотрите внимательно. Мы с вами будем вязать узорчик, как бы немножко повторяя предыдущий ряд. Итак, там, где у нас рогатка из пышных столбиков, у нас будет опять же рогатка из пышных столбиков. Итак, накид. Вот в эту арочку, которая у нас образовалась из воздушной петельки, вводим крючок, вытягиваем ниточку. Раз, накид сюда же 2, накид сюда же 3. Все вместе провязываем, зафиксировали. Опять воздушная петелька и сюда же еще один такой же пышный столбик. Раз, накид 2, накид 3. Опять все вместе провязали, зафиксировали. А теперь смотрите. Вот мы с вами делали 2 воздушные петельки, да, в предыдущем ряду. Вот это наш веерочек такой дырчатый. Накид. И вот в эту арочку ныряем с вами и провязываем 3 столбика с накидом. Раз столбик с накидом в арочку, вот в эту 2 столбик с накидом. И сюда же 3 столбик с накидом. А теперь внимательно. 2 воздушные петельки и сюда же
сделаем еще один столбик с накидом. Видите, мы повторили точно так же, как и внизу, да, в предыдущем ряду такой же дырчатый веерочек, вот именно в эту арочку. Поняли? Все. А дальше у нас опять что идет по узорчику? Правильно. Пышные вот эти вот столбики, рогатка из них. Раз, два, три. Вот в эту арочку, да, у рогаточки. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька. Накид и сюда же такой же пышный столбик. Раз, два, три. Все вместе провязали, зафиксировали. Угу, есть. Рогатка, дырчатый веерочек, рогатка. Дальше у нас по узорчику идет веерочек наш, да? Вспоминаем. Вот в эту арочку мы провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. 2 воздушные петельки. И сюда же еще один столбик с накидом. Как вам? Да? Шикарно? Шикарно. Итак, сейчас вы провязываете до конца ряда. Так? А потом я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, девчата. Получилось у вас. Вот такая вот красота. Так? Что делаем дальше? Смотрите. После того, как мы провязали с вами вот такую вот рогаточку из пышных столбиков, у нас с вами здесь были, помните, 3 воздушные петельки подъема. Так вот, к 3-й петельке подъема предыдущего ряда присоединяемся и провязываем столбик с накидом. Угу. Вот. Сейчас я вот так вот сделаю петельку, зафиксирую и объясню вам. Смотрите. Если мы хотим с вами продолжать точно так же по полосочкам, да, если вы вяжете одним цветом, вы можете одним цветом вязать. Но я вот придумала, что сегодня у меня будет узорчик такую полосочку. Естественно, я не хочу отрезать ниточку, да, поэтому вы уже принцип узорчика поняли, да, видите? То есть получается дырочка, полвеерочка, обратно дырочка, полвеерочка. То есть здесь получается у нас будет следующий ряд, вначале дырочка, потом полвеерочка. Не запутались? Ну вот я вот так вот хочу вот показать, как в процессе вязания, да, дизайна можно немножечко переделывать узорчики под себя. Итак, смотрите. Ниточку отрезать не хочу. Девчата переживают, когда я отрезаю ниточку. Поэтому на узорчик хочу полосатый, да. То есть, возможно, это будет в будущем кофточка, и она будет такая вот полосатенькая. Что я буду делать сейчас? Смотрите. Вот так вот присоединяемся к 3-й петельке подъема. Новый цвет. Угу. 3 воздушные петли. Так. Дальше у нас по узорчику идет рогатка, да. То есть рогатка над рогаткой. Ничего сложного здесь нету. Продолжаем. Раз, два, три. Провязали все вместе. Зафиксировали. Воздушная петелька. И сюда же еще один такой же столбик пышный. Раз, два, три. Провязали. Зафиксировали. Все. Рогатка над рогаткой есть. Теперь мы с вами должны будем провязать. Куда, получается? Вот в эту арочку. Верно? Да? В эту арочку мы должны будем провязать точно такой же веерочек, который у нас был в самом первом ряду. Получается. Вначале мы должны будем сделать один столбик с накидом. Угу. Дальше 2 воздушные петельки. И сюда же, повторяем, 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Угу. Если у вас вязание по кругу, да, это будет, конечно, намного вам проще. Вот. Но если вот именно таким вот образом, то есть мы сами, видите, догадались, как можно сделать точно так же красиво. При этом я не отрезаю ниточку. Все, дальше у нас опять идет что? Опять рогатка из пышных столбиков. Понятно? Раз, два, три. Все вместе провязали, зафиксировали, воздушная петля и сюда же опять пышный столбик. Раз, два, три. Все вместе провязали, зафиксировали, да? Вот, повторяем опять веерочек, вот этот наш оранжевый. Накид. И вот в эту арочку делаем столбик с накидом. Раз. 2 воздушные петельки. И сюда же еще 3 столбика с накидом. Раз. Два. Три. Все, рисунок, узор сохранен. Сохранен. Так, красота, красота. Итак, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот мы провязали до конца ряда. И здесь опять у нас столбик с накидом. В крайний столбик с накидом, да? Итак, провязываем 2 петельки в начале, вот такого вот нежного оранжевого, розового цвета. И переключаемся опять на белую ниточку, вот таким образом. И провязываем все вместе. Опять 3 петли подъема, поворот. И продолжаем с вами узорчик.
Угу. Теперь мы будем продолжать его точно так же, как мы провязывали предыдущий ряд. То есть немножечко наоборот. Итак, я надеюсь, вы не запутаетесь. Просто узорчик повторяется из ряда в ряд. То есть это один ряд, один узорчик. Итак, опять рогатка из пышных столбиков. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. Видите? Вот наш дырчатый веерочек, да? То есть мы должны вязать точно так же, как в белом ряду. Не сложно? Не сложно. Накид. Вошли вот в эту арочку и провязали один столбик с накидом. 2 воздушные петельки. И сюда же провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Все. Понятно? Вот. И вы вот так вот и продолжаете. То есть вы дойдете беленькой ниточкой до конца, потом начнете розовой ниточкой, да? И розовой ниточкой будете вязать вот этой вот оранжевой, точно так же, как предыдущий вот этот вот розово-оранжевый ряд. Договорились? Вот. И получится красота. Давайте вырастим наш узорчик на несколько рядочков и посмотрим, что получается. Договорились? Давайте. Встретимся через несколько рядочков. Так, смотрите, провязала несколько рядочков. Вот такая красота получается. Интересно? Интересно. Казалось бы, да, вот именно пышные столбики и обычные столбики, узорчик будет плотненький. Но буквально добавили всего лишь 2 воздушные петельки, да, у нас же здесь получается всего лишь по 2 воздушные петельки. И узор крючком у нас сразу стал каким? Ажурным. Я где его вижу? Из-за расцветочки я вижу, конечно, в детских вещах, да, в первую очередь мысли возникают. Кофточки, кардиганчики, пледики, шикарно. Но смотрите, какой получится классный палантинчик. Палантин, девчата. Мне кажется, будет интересный. Даже он одноцветный, да, даже другая пряжа. Просто вот именно за счет своего вот этого рельефа, да, вот этих вот полосочек вертикальных, прям хочется что-то такое длинное, струящееся такое. Я надеюсь, вы накидаете в комментариях, куда можно использовать данный узорчик. Девчата, кто теряется, где можно использовать, читайте комментарии. Там очень много интересных, классных идей. Давайте замеряем. Мы, получается, с вами набирали 33 воздушные петельки. Если та же плотность вязания, та же пряжа, тот же крючок, ну вот прям все совпало, да, то это, получается, будет у нас, ну вот 23 аж сантиметра. Смотрите, как здорово. А тут, получается, один цвет, один ряд, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. 9 рядов. И сколько это у нас в сантиметрах? Получается 11 сантиметров. Интересно? Интересно. Итак, узорчик, смотрите. Вот так вот он тянется. Вот так вот он тоже тянется. Очень шикарный. Так. И надеюсь, вам видео понравилось. Так. Надеюсь, вы поставите свои лайки, напишите свои комментарии. И тот, кто еще не подписался на канал, девчат, подписывайтесь, чтобы не потерять канал, да, потому что были такие случаи, что девчата теряли. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. А также не забудьте поделиться со своими друзьями, со своими подружками в социальных сетях. Под видео, да, под экранчиком у вас находится такая стрелочка «Поделиться». Вот вы нажимаете на нее, и у вас сразу же высвечивается большое количество перечень социальных сетей, вот в которых вы состоите, вы можете спокойно поделиться. Да? Заранее спасибо всем большое. Ну, до новых видео тогда. Всем пока-пока.